Ничего подобного. Да, я вот такой лидер. И да, я согласна. И даже колечко. Оказалось как нельзя кстати. А ты молодой, тебе всего 25. Ты что, планируешь 26 уже лечь в могилу? Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, давайте знакомиться с нашей новой сегодняшней картой, с нашим новым арканом. Это карта неизменного лидера, карта победителя. Шестерка жезлов. Одна из самых замечательных карт в колоде Таро, которая сулит неизменно успех, победу, процветание, преуспевание и целый ряд других приятных слов, которые возвещают о том, что вопрошающему сулит удача. Все будет ему улыбаться. Все случится так, как он хочет. Давайте обратим внимание на нашу сегодняшнюю гравюру. Сегодня один из тех случаев, когда гравюра настолько больше, чем карта, что я, когда искал в свое время, а какая же гравюра соответствует нашей карте, честно говоря, я несколько потерялся и нашел не сразу. Обратите внимание, насколько расширяется нам граница этой карты. Мы видим здесь целый ряд каких-то животных, вдалеке какие-то кареты, слон попал в наш кадр, на котором восседает кто-то, люди, идущие на страусах. Необычная картина, сказочная, совершенно нетипичная, скажем так, для даже каких-то средневековых королевств, уж явно что-то пахнет у нас какими-то сказками. Но это все у нас из ослиной шкуры, из той же сказки, которую мы с вами читали на прошлой лекции, когда мы с вами разбирали 8 кубков. Помните, карта ухода? Когда наша принцесса, узнав о том, что ее отец, старый король, хочет на ней жениться, она быстренько сбежала. Оттуда с помощью своей волшебницы, своей крестной феи. А сегодня я хотел бы продолжить с вами эту сказку, чтобы мы ее закончили. И мы, погружаясь сейчас полнее в эту карту, с помощью сказки, которую написал Шарль Перро, мы создадим такой вот широкий, большой образ, который, я надеюсь, хорошо в голове засядет, для того, чтобы, когда эта карта выпадала, вы среди прочих значений, которые уже заучили и знаете, у вас была эта история в голове, вы сразу: а это же сказка про ослиную шкуру, это та сказка, где вот этот вот самый принц. Мы сейчас дойдем до принца, я уже попытался немножко заспойлерить эту сказку. Этот самый принц стал победителем, стал лидером. А что такое за принц? Что за принц? Кто это? Что это? Будем разбираться. Но сперва давайте вот так чисто визуально пройдемся с вами по самой карте и посмотрим, насколько она из колоды Гюстава Доре может чисто даже визуально соответствовать вот этой карте. Честно говоря, из-за того, что взят фрагмент гравюры, несколько качества потерялось, но все же здесь видно не столько одного человека, одного лидера, едущего на лошади или там на верблюде. В данном случае мы здесь видим и лошадь, и верблюда, и какого-то крокодила, летящего или ползущего, жирафа на дальнем плане, каких-то странных птиц, не то павлины, не то орлы, грифоны летящие. Поэтому и карета даже есть. Сказать, что здесь какой-то явный один фаворит на этой карте изображен, увы, не получается. Картина получилась в целом такая смазанная, я бы сказал. Если здесь выделяется один явный персонаж, тут такого нет. Поэтому нам очень важна история. И вы сейчас поймете, почему составители этой колоды, они взяли именно эту гравюру на роль победителя, на роль лидера. Потому что нет сомнения, нет спора, что на этой карте изображен именно такой персонаж. Я предлагаю сейчас прочитать тогда ту часть сказки, которую мы с вами не прочитали в прошлый раз. А закончили мы с вами на том, что эта самая принцесса пришла в какой-то дом, единственный дом, где ее приняли, потому что во всех остальных ей: давай, девочка, иди отсюда, от тебя дурно пахнет. Единственный дом, где ее приняли, и она там занялась работой пасти гусей, коров, свиней,
мыть свиные корыта, при этом она спала на кухне, и остальная прислуга к ней относилась не очень хорошо и доброжелательно. И вот в какой-то из дней, это был праздник, королевич того королевства, ведь она сбежала от своего отца, она оказалась совершенно в другом королевстве. Так вот, королевич, он, будучи на охоте, заезжает случайно в этот дом, его там хорошо приняли, и после угощений он от нечего делать начал по этому дому прогуливаться. И вот он заходит в дальний уголок, видит какую-то дверь, видит каморку, и давайте читать, что же он видит там. Случайно он забрел в темный коридор. В конце коридора находилась запертая дверь. Королевич был очень любопытен. Ему захотелось узнать, кто живет за этой дверью. Он заглянул в щелку. Каково же было его удивление, когда он увидел в маленькой тесной комнатушке прекрасную нарядную принцессу. Он побежал к хозяйке узнать, кто живет в этой комнатушке. Ему сказали: там живет девчонка, ослиная шкура. Она вместо платья носит ослиную шкуру, до того грязную и засаленную, что никто не хочет ни смотреть на нее, ни говорить с нею. Взяли же ослиную шкуру в дом пасти овец, да чистить свиные корыта. Больше королевич ничего не узнал. Он возвратился во дворец, но не мог забыть красавицу, которую случайно увидел в дверную щелку. Он жалел, что не зашел тогда в комнату и не познакомился с ней. Королевич дал себе слово в другой раз непременно сделать это. Думая беспрерывно о чудесной красавице, королевич тяжело заболел. Мать и отец его были в отчаянии. Они призвали докторов, но доктора ничего не могли сделать. Наконец они сказали королеве: «Наверное, ее сын заболел от какого-то большого горя». Королева стала расспрашивать сына, что с ним случилось, но он ничего не отвечал ей. Но когда королева встала на колени и начала плакать, он сказал: «Я хочу, чтобы ослиная шкура испекла пирог и принесла его, как только он будет готов». Королева удивилась такому странному желанию. Она позвала придворных и спросила: «Кто такая эта ослиная шкура?» «Это гадкая грязнушка. Она живет недалеко отсюда и пасет овец и индюшек». «Ну, кто бы ни была эта ослиная шкура, — сказала королева, — пусть она сейчас же испечет пирог для королевича». Придворные побежали к ослиной шкуре и передали ей приказание королевы, добавив, чтобы она исполнила его как можно лучше и быстрее. Принцесса заперлась в своей комнатушке, сбросила ослиную шкуру, вымыла лицо и руки, надела чистое платье и принялась готовить пирог. Муку она взяла самую лучшую, а масло и яйца самые свежие. Замешивая тесто, нарочно или нечаянно, она уронила с пальца колечко. Оно упало в тесто, да там и осталось. А когда пирог испекся, принцесса напялила на себя противную шкуру, вышла из комнаты, подала пирог придворному и спросила его, идти ли ей с ним к королевичу. Но придворный даже не хотел отвечать ей. Он побежал с пирогом во дворец. Королевич выхватил пирог из рук придворного и принялся есть его так поспешно, что все доктора качали головами и разводили руками. «Мало хорошего предвещает такая стремительность», — говорили они. И правда, королевич ел пирог с такой жадностью, что чуть не подавился кольцом, которое оказалось в одном из кусков пирога. Но королевич быстро вынул колечко изо рта и после того стал кушать пирог уже не так поспешно. Он долго рассматривал колечко. Оно было такое маленькое, что могло прийтись впору только самому хорошенькому пальчику на свете. Королевич то и дело целовал колечко, потом прятал его под подушку и доставал оттуда всякую минуту, когда думал, что на него никто
не смотрит. Все это время он думал об ослиной шкуре, но вслух говорить о ней боялся. Поэтому болезнь его усиливалась, и доктора не знали, что и подумать. Наконец, они объявили королеве, что сын ее болен от любви. Королева бросилась к сыну вместе с королем, который тоже был огорчен и расстроен. «Сын мой, назови нам девушку, которую ты любишь. Обещаем, что женим тебя на ней, будь она даже самую последнюю служанка». Королева, обнимая сына, подтвердила обещание короля. Королевич, растроганный слезами и добротой своих родителей, сказал им: «Дорогие отец и мать, я и сам не знаю, кто та девушка, которую я так горячо полюбил. Я женюсь на той, которой это колечко будет впору, кто бы она ни была». И он вынул из-под подушки колечко ослиной шкуры и показал его королю и королеве. Король с королевой взяли колечко и с любопытством рассмотрели его, решив, что такое колечко может прийтись впору только самой прекрасной девушке. Согласились с королевичем. Король немедленно приказал ударить в барабаны и разослать по всему городу скороходов, чтобы они созывали во дворец всех девушек примеривать колечко. Скороходы бегали по улицам и возглашали, что та девушка, которой колечко придется впору, выйдет замуж за молодого королевича. Сначала во двор явились принцессы, затем придворные дамы. Но сколько они ни старались сделать свои пальцы потоньше, ни одна не могла надеть колечко. Пришлось пригласить швеек. Они были хорошенькие, но пальцы их были слишком толстые и не пролезали в колечко. Наконец, очередь дошла до служанок, но и их также постигала неудача. Все уже перемерили кольцо, никому не приходилось впору. Тогда королевич приказал призвать кухарок, судомоек, свинопасок. Их привели, но их огрубевшие от работы пальцы не могли пролезть в колечко дальше ногтя. «А приводили эту ослиную шкуру, которая недавно испекла пирог?» — спросил королевич. Придворные захохотали и ответили ему: «Ослиную шкуру не позвали во дворец, потому что она слишком грязная и противная». «Сейчас же послать за ней!» — приказал королевич. Тогда придворные, посмеиваясь втихомолку, побежали за ослиной шкурой. Принцесса, слыша бой барабанов и возгласы скороходов, догадалась, что всю эту суматоху подняло ее колечко. Она очень обрадовалась, когда увидала, что идут за ней. Она поскорее причесалась, нарядилась в платье лунного цвета. Как только принцесса услыхала, что стучатся в дверь и зовут ее к королевичу, она поспешно накинула поверх платья ослиную шкуру и отворила дверь. Придворные с насмешками объявили ослиной шкуре, что король хочет женить на ней своего сына, и повели ее во дворец. Удивленный необычным видом ослиной шкуры, королевич не мог поверить, что это та самая девушка, которую он видел такой прекрасной и нарядной сквозь дверную щелку. Опечаленный и смущенный, королевич спросил ее: «Это вы живете в конце темного коридора, в том большом доме, куда я недавно заезжал с охоты?» «Да», — отвечала она. «Покажите мне вашу руку», — продолжал королевич. Каково же было изумление короля и королевы и всех придворных, когда из-под черной запачканной шкуры показалась маленькая нежная ручка, и когда кольцо пришлось впору девушке. Тут принцесса сбросила с себя ослиную шкуру. Королевич, пораженный ее красотой, забыл о своей болезни и бросился к ее ногам, не помня себя от радости.
Король и королева тоже стали обнимать ее и спрашивать, хочет ли она выйти замуж за их сына. Принцесса, смущенная всем этим, только было собралась что-то сказать, как вдруг потолок раскрылся, и в зал на колеснице из сиреневых цветов и веток спустилась волшебница Сирень и рассказала всем присутствующим историю принцессы. Король и королева, выслушав рассказ волшебницы, еще больше полюбили принцессу и сейчас же выдали ее замуж за своего сына. На свадьбу съехались короли из разных стран. Одни ехали в каретах, другие верхом, а самые дальние на слонах, на тиграх и орлах. Свадьбу отпраздновали с роскошью и пышностью, какую только можно себе представить. Но королевич и его молодая жена мало внимания обращали на все это великолепие. Они смотрели только друг на друга и только друг друга и видели. Вот такая вот замечательная сказка, как и полагается любой сказке, она заканчивается хэппи-эндом. Все замечательно и прекрасно случилось у нашей пары. Помните, еще недавно девушка, которая была в 8 кубков, которая бежала из собственного дома, которая должна была оставить все те насиженные блага, которые были у нее, убегала в никуда, она не знала, куда она пойдет. Я говорил на прошлой лекции, что 8 кубков – это не то, куда ты идешь, а то, от чего ты идешь. Это инертная реакция. Что-то происходит, и ты бежишь от этого. Ты хочешь удалиться или внутри себя, или в целом физически тело свое переместить из точки А в точку Б. И вот в продолжении истории о нашей ослиной шкуре, об этой девушке, мы с вами видим, что все завершается самым благоприятным образом, так как и предсказывала волшебница Сирень, она говорила, что, возможно, это все к лучшему. Надевай на себя эту шкуру, твои платья будут следовать за тобой, она оказывается в этом доме, и так вот все случается совершенно необычным образом, что ее замечает королевич. Ну а дальше вы все это знаете. А как вы думаете, вот в этой истории о принцессе и о принце, о нашей ослиной шкуре и о принце, а кого бы вы здесь назначили на роль человека из 6 жезлов? Вот этого самого победителя. На первый взгляд кажется, что это, наверное, должен быть наш королевич, не правда ли? Но если проанализировать всю эту историю, то, честно говоря, я почему-то склоняюсь к мысли о том, что это наша принцесса, что это ослиная шкура оказалась в роли этого самого победителя. Нет? Не приходит вам такая же мысль в голову? Ну, давайте подробнее разбираться с нашей сегодняшней картой. Давайте подробнее сейчас изучать те значения, которые могут раскрываться в ней. Поэтому предлагаю уже делать глубинный разбор после прочтения. Нет никаких сомнений. 6 жезлов – это карта победителя, карта лидера. Она визуально выглядит так. Это карта завоеваний и побед, радужных перспектив, жизненного успеха, прогресса, усилий, приносящих награду. Много, видите, таких красочных слов, и, вспоминая сказку, мы понимаем, что со стороны королевича, что со стороны принцессы, так оно и было. Были приложены усилия. Да, королевич занял несколько, может быть, такую инфантильную детскую позицию. Но с другой стороны, результат его стоил. Кто знает, если бы он нахрапом решил все это сделать и провернуть, как бы на это отреагировали отец и мать. А так все обернулось таким образом, что вот он так, я бы сказал, по-современному, какой-то хитростью получил руку этой самой красавицы. Даже если сейчас, вот в данный момент, в раскладе, на который мы смотрим, происходит борьба, то конечный результат по этому аркану – победа. Мало того, эта победа какая? Заслуженная.
Это не что-то упало на нас сверху с неба. Нет, это то, что мы потом и кровью, борьбой завоевали и заслужили. Давайте мы с вами поговорим. Я уже на прошлых лекциях указывал на это, напоминал, что есть ряд каких-то пунктов, которые, если вы возьмете за правило, то почти любую карту сможете раскрыть глубоко и полно, просто обращая на них внимание, задавая себе вопросы. Итак, первое – это внутри и снаружи. Что значит внутри и снаружи? То есть карта почти каждая может проиграться, как внутреннее какое-то желание, чувство, импульс, так и внешнее противодействие, либо наоборот какая-то помощь. То есть в этой карте это может быть как внутренний порыв самого человека, его стремление двигаться куда-то, так и внешние обстоятельства, которые как бы заставляют и подталкивают тебя к этому. Ну, например, внешние обстоятельства у принцессы. Что это? Это колечко. Колечко, упавшее в пирог. Это было импульсом, который закрутил, завертел вокруг все так, что в конце концов слуги пришли за ослиной шкурой и потащили ее во дворец. А внутренне, стоит ли говорить, что королевич внутри, он так жаждал заполучить ту самую принцессу, увиденную в эту узкую дверную щелочку, что он делал все возможное в его ситуации для того, чтобы снова с ней встретиться, снова увидеться и в конце концов попросить ее руку и сердце. До и после. Карта до и после. Шестерка жезлов. Что у нас предшествует ей? Пятерка. Пятерка жезлов, помните? Там уже не изображен один явный лидер. Там все равны, там все пешие стоят на земле, все с палками, и каждый пытается доказать, что он лучше других. Карта, которая предшествовала шестерке, говорит о борьбе, о конкуренции, где нет явного лидера. И из них теперь в шестерке выкристаллизовался один, тот, который заслуживает нашего внимания, заслуживает почитания, заслуживает этого веночка лаврового. А после семерка. Мы с вами ее уже разбирали. Семерка жезлов – это карта, которая говорит о том, что да, ты еще вчера был лидером, но сегодня ты должен отстоять свои лидерские позиции. Ты должен доказать, что ты тот, кто еще вчера был на пьедестале первенства. Кто-то появился со стороны, который решил это оспорить. А почему ты, почему не я? Это очень хорошо понятно и знакомо, когда мы с вами переместимся в наш современный мир бокса. Человек, чемпион, который получил пояс или, может быть, даже несколько, проходит какое-то время, появляется кто-то на ринге, который говорит: а я тебя перебоксирую. И он оспаривает его первенство, его чемпионство. И он вынужден что делать? Защищать свой пояс, защищать честь, оказанную им, высокую честь, звание чемпиона мира, например. Поэтому обращай внимание. Предыдущая карта и следующая. Мы видим, что сейчас самое классное положение. Стоит также сказать, что это заслуженное положение. Человек по пятерке жезлов добился того, чтобы оказаться здесь. Статика-динамика. Статика или динамика? Вот интересна эта карта тем, что в принципе она статична. Она не говорит о том, что по ней будет происходить какое-то движение. Но человек на лошади, а это уже намек на скорость, на быстроту. В данном случае еще и намек на то, что ты выше других. Твое положение, твоя позиция, она выше остальных, которые находятся рядом. И это видно по построению этой карты. Здесь несколько, конечно, это все смущает, но мы можем в голове держать кого? Принца нашего или принцессу, которые заняли более высокое положение среди равных прочих. Стоит ли говорить, что принц наш получил ту самую принцессу, а принцесса получила того самого принца, которого ни одна дама, ни одна какая-то королевна, мало того, ни швея, ни служанка не могла заполучить, только она одна.
Поэтому карта в целом, конечно, статичная, но она так пахнет динамикой. Это знаете, на что похоже? Когда спортсмен пересекает финишную черту, и он разрывает ленту и останавливается. И его фотографируют в этот момент. И вот это такая статико-динамичная карта, когда вроде бы человек стоит, но все его тело, ноздри его, лицо его дышит еще недавним кроссом, который он бежал, марафоном. Вот эта карта лидера и победителя, она статичная, но она так пахнет динамикой. И масть здесь жезловая, но мы до масти сейчас дойдем. Буквальное прочтение или оракульное прочтение. Что вижу, то и пою. Что на этой карте изображено, на это может и указывать. Да? Но здесь все явно и очевидно. То есть человек занимает более высокое положение, можно обратить внимание на лавровый венок, но на символике конкретно этой карты заострять внимание не будем. Это, конечно, несколько сумбурная, но она может указывать на движение больше, чем эта карта, потому что здесь и персонажей больше, и какой-то порядок направления задано, они все движутся в одну сторону. Поэтому буквально такую карту можно читать как карта движения, карта устремления какого-то. Символика. Здесь с символикой сложновато, скорее нужно будет просто в голове держать и вспоминать образ, полученный из этой сказки. А по вейтовской символике, здесь может быть и не так много, как на остальных картах. Это и более высокое положение человека, это и венок победителя, и на голове, и на шесте. Да и сами жезлы также могут, устремленные такие вот вверх, не опущенные вниз, а торчащие все вверх, говорить о вот таком мужском начале, о том, что это все-таки огонь. И лошадь. Лошадь всегда, это еще и белая лошадь, может говорить. В общем, тут белая лошадь, зеленая попона, красные эти помпоны. Можно долго еще и по цветам проходиться, но не в сегодняшней лекции мы не будем на классике заострять так сильно внимание. Масть. А вот масть у нас это жезлы, это огонь, это стремление, движение вперед – это заполучение того, на что ты был нацелен. Стоит ли говорить, что в отличие от предыдущей карты, которая посвящена также этой сказке, где у нас была масть кубков воды, это женская энергия была инь. Сейчас мужская карта лидера, который стремится заполучить и заполучает, точнее уже заполучил по этой карте. Поэтому огонь – это устремление вперед для завоеваний, для расширения пределов и сфер своего влияния. Огонь, он поедает. Стоит, например, разложить большой костер из сухих веток и поджечь его с одной только стороны, чуть-чуть. Пройдет совершенно немного времени, и пламя это охватит полностью все поленья. В конце концов, они все сгорят, и огню нужно будет новое топливо. Если его не будет, что случается с таким огнем, с таким пламенем? Да, оно просто прекращает существовать, поэтому огню свойственно движение. Огонь не может останавливаться. Отсюда постоянно такая динамика, поэтому даже если человек сейчас находится у нас как бы в статичном положении, потому что он выиграл соревнование, но это временное явление. Оно для огня, вот эта самая статика, очень нетипично, и ему хочется снова двигаться дальше вперед. И мы видим это по следующих арканах, по семерке, по восьмерке, потом снова отдых девятка, и так далее. Да? Вы все сами знаете вот эту последовательность карт, как чередуются у нас рвение, движение вперед и какие-то временные паузы, остановки, скорее с тем, чтобы просто перевести дух. Это как боксерские раунды. Бокс – это у нас мужская игра, там много мужской энергетики, там много огня. И вот эти вот короткие паузы между раундами, они как раз и предназначены для того, чтобы перевести дух, набраться сил для того, чтобы рвануть дальше. Если говорить о зодиаке, мы, конечно, не будем сегодня полнее погружаться в зодиакальный дом, но, несмотря на цифру 6, это все-таки 5-й зодиакальный дом, это Лев. Здесь 6-й зодиакальный дом, Дева, со своим усердием, способностью трудиться, тюкать в одной точечке, это больше 8 пентаклей.
здесь нет такого ощущения. Тут скорее констатация факта и все-таки такое самолюбование. Вот есть я такой распрекрасный лидер. Хвалите меня, кружите меня, несите меня. Поэтому 5-й дом, если что. Число 6. Иногда магия чисел, нумерология может нам дать дополнительные подсказки относительно того, как прочитать, как вытащить какое-то значение дополнительное из этой карты. Что можно сказать об этой цифре, об этом числе 6? Смотрите, наша природа, наше тело создано так, что то, что мы берем в одну руку, да, вот мы, как правило, делаем что-то одной рукой, имеется в виду, какую-то работу выполняем. И вот этих 5 пальцев, они сообщают о том, что человеку достаточно для проживания, условно говоря, столько, сколько он может поместить в свою руку. Недаром земная полнота — это 10, это 2 руки, да, десяточка, какой-то максимум, сколько человек может вот захватить своим физическим телом. 5 достаточно для того, чтобы существовать, жить комфортно, удобно. А 6 — это всегда излишек какой-то. Это что-то сверх, что-то больше, чем требуется. Поэтому не зря, когда мы смотрим на 5, на предыдущую, да, вот эта самая полнота, они там все одинаковые, но тут выделяется кто-то один, ты как бы выпрыгиваешь из штанов, ты становишься выше всех остальных, ты становишься лидером, единственным и неповторимым. Все 6, если вы их сейчас визуально вспомните, и 6 кубков, и 6 пентаклей, где человек щедро делится деньгами, и 6 мечей, где чисто оракульно, визуально человек перевозит на лодке, то есть помогает, чисто физически, буквально, женщине и ребенку. Так вот, 6 в целом говорят о том, что человек может сделать больше, чем ему надо самому. То есть как бы некий излишек, особенно это хорошо ощущается по 6 пентаклей, когда у человека денег больше, чем ему надо, чем он может вместить в свою ладонь. И он этот излишек отдает. Здесь лидер, который делится, мы будем дальше говорить об этом подробнее, своими лидерскими качествами, своим взглядом, своими позициями. Кстати, еще число 6. Немножко почитал о символике этой цифры. Это 2 связанных между собой треугольника. Треугольник небесный и треугольник земной. Треугольник — это число 3. И там 3, и здесь. 2 такие троечки, соединяясь, могут обозначать вселенскую полноту. То есть соединение нашего земного мира и мира небесного. Тоже такой момент. Можно на это обратить внимание. Полнота такая, да, когда человек может сочетать в себе все качества в какой-то конкретной сфере. Поэтому возьмите за правило вот эти все пункты себе запомнить, и выпавшая карта, пусть она даже будет вам не очень знакома, но позадавав себе такие вопросы, вы уже сможете вытащить, нарыть в ней очень много полезной информации. Давайте подробнее разбирать тогда, как эта карта у нас может проигрываться в саморазвитии. Что она может нам сообщить, на что обратить внимание, какие скиллы прокачать в нас, или как она может сигнифицировать человека, на которого такая карта выпадает. Это огонь, спору нет. Это активная жизненная позиция. Человек как бы говорит на этой карте, а здесь в сказке: «Я лидер, и я покажу вам, как я добился этого высокого положения». Ну, покажу, не покажу, как минимум скрывать не стану. То есть это становится очевидным для всего окружения вокруг. Невозможно было сыграть эту тихую свадьбу. Я думаю, что когда все в округе, ну, если король и королева изумились красоте принцессы, то все в округе тем более изумились. И подумали: ну, конечно, такую себе женушку отхватил, я бы тоже хотел. И я уверен, что там многие придворные рыцари, знать, они прям даже слюнями обтекались и обзавидовались этому королевичу, когда увидели, что под этой мерзкой ослиной шкурой скрывается вот такая вот замечательная, прекрасная, дивная девушка.
Поэтому здесь нет возможности и способности скрыть очевидное. Ты не можешь спрятать это пламя лидера. Если ты прибежал первым, тебя тащат на подиум, ты становишься на пьедестал, и тебе цепляют на грудь золотую медаль или вешают тот самый лавровый венок, как символ победителя в Олимпийских играх. Поэтому даже если человек активно не делится тем, как он это сделал, он не может это скрыть. Он купается в лучах этой славы, он купается в лучах славы победителя. Человек по этой карте осознал собственную ценность, значимость и теперь транслирует это открытие другим. Если мы говорим о саморазвитии, то человек по этой карте, он дошел, он же лидер, да, он дошел до какой-то позиции, и теперь он может поделиться, как по шестерке пентаклей, поделиться деньгами. Этот человек может поделиться своим опытом. Он может поделиться: смотри, я это сделал, я еще вчера был в пятерке жезлов, я был такой же, как и ты, мы все были инкубаторские, одинаковые. Но сегодня я поднялся выше всех вас остальных. И ты это сможешь. Он как бы говорит своими действиями по этой карте, по саморазвитию. Человек делится опытом, он делится пройденным этим путем. Он говорит, как это можно сделать. Я смог, и ты сможешь. Это легко, изи. Почему многие успешные люди так легко делятся секретом своего успеха? Для меня какое-то время назад это было наблюдение с каким-то подтекстом и подвохом. Мне постоянно казалось, что эти люди, они хотят какую-то выгоду поиметь с того, что они вот так запросто рассказывают, как они к этому пришли. Ничего подобного. Это как раз и есть это самое ощущение поделиться тем самым опытом. Очень часто это люди, которые действительно дошли до какого-то уровня, причем давно, уверенно и не один раз. Этот путь проходили множество раз. И теперь он просто говорит, он просто рассказывает, он не в силах сдерживать это внутри себя. Можно долго рассуждать, из каких побуждений человек это делает. Из каких-то меркантильных, дабы еще раз утвердиться. Или просто из каких-то благонравных позывов рассказать, потому что это легко, я это сделал, и вы тоже сможете. И тем самым внести свою лепту, чтобы улучшить в целом наш весь мир, общество, в котором он живет. Человек, выходящий из своего прекрасного дома, открывающий дверцу роскошного автомобиля, он попадает немножко в другой мир. И он хочет, чтобы мир вокруг него был таким же, как он привык его видеть. И он готов внести какие-то свои вклады в это. Отсюда может быть такая щедрость поделиться у людей, которые достигли какой-то высоты. Поэтому не воспринимайте их слова скептически. Дескать, он что-то хочет от меня. Он какую-то хочет выгоду с этого всего поиметь. Вся его выгода заключается в том, что он хочет создать общество лучшее вокруг себя. Да, это выгода. Я не хочу жить среди омарванцев. Я хочу жить среди таких же успешных людей, как я. И это легко. Я это смог, Дедомовский, и вы это сможете. Все в ваших руках. Примерно такие слова может сказать такой лидер. По этой карте также может быть использование своих талантов на благо других людей. То есть человек дошел до чего-то, и он теперь рассказывает, как я уже сказал, как достичь такого же положения и результата, и он применяет свои таланты на благо других людей. Учительство, духовный рост, осознание своего предназначения и пути. Теперь меня ничто не остановит на моем пути развития. Этот человек как бы говорит сам себе: я по пятерке жезлов выбирал, я искал тот путь, то предназначение, ту маленькую нишу, в которой мне стоит себя реализовать. Я нашел ее. Вот она. Я нашел ее. Вы теперь меня не остановите. Я теперь сел на коня, и я урвал далеко вперед. Эта карта в саморазвитии как бы возвещает об этом. И еще раз, в который раз напоминаю, что человек говорит об этом. Он не в силах это скрыть и спрятать. Это лезет наружу.
В реверсе, конечно, он может этим кичиться, он может хвалиться, он может обращать специально на себя много внимания. Да, я вот такой лидер. Равняйтесь, мол, на меня. Стоит ли говорить, что даже если ты являешься лидером, то такая позиция не добавляет тебе симпатии, не добавляет баллов, и люди не очень-то и охотно тянутся за тобой в таком случае. По шестерке жезлов идет успешная работа над собой, личностный рост. Это достижение лидерских позиций, но внутри себя. Вы выросли над самим собой. Очень часто можно услышать с разных источников фразу о том, что не нужно себя сравнивать с кем-то другим. Стоит сравнивать себя с самим же собой вчерашним. Да, нужно расти над самим собой. Почему это важно? Потому что, во-первых, не будет разочарования, что ты не такой, как остальные, а во-вторых, это залог постоянного роста, потому что ты всегда завтра будешь лучше, чем ты вчерашний, если ты нацелен на рост над самим собой. Ты всегда достигнешь больших результатов. Это всегда трудно, но всегда интересно, и всегда результативно, и никогда не будет разочарования. Зачем сравнивать себя с кем-то другим, который родился с другими условиями? Он стартовал, может быть, позже, чем ты. Вы не были в одинаковых условиях, на стартовых позициях одинаковых. По этому аркану у человека может развиваться чувство собственного превосходства. Не так ли? Вызывая ответную реакцию у окружения, негативную. Что в свою очередь дает сигнал о необходимости проведения внутренней работы. То есть, чик, подумай, что-то там ты получил, обратный какой-то отзыв, импульс. Ты ведешь себя дерзко, вызывающе. Даже если ты лидер, то, наверное, ты явно переоцениваешь себя. Стоит немножко опуститься на землю и поработать над своими качествами. И в итоге, заметив свои слабые стороны, пусть даже с помощью окружения, лидер стремится их развивать. Именно лидер стремится их развивать. Любой другой может... Это может вызвать какую-то ответную негативную реакцию. Но настоящий лидер, пусть даже не вживую, но мысленно он поблагодарит и либо этих людей, либо Господа, либо Абсолюта, либо вот эту судьбу, ситуацию, карму за то, что это с ним происходит сейчас. Потому что это подсветило то, над чем ему стоит работать. Лидер ведет себя именно так. В карьере. Какая еще сфера может отразить вот это вот стремление подниматься вверх по карьерной лестнице, как не эта самая шестерка жезлов? Для карьеры это потрясающая карта. Да, она, конечно, результирующая, которая говорит о том, что мы уже пришли к чему-то. Но она приятна еще и тем, что мы вспоминаем, а перед этим-то у нас была пятерка жезлов. И так приятно, когда ты прибежал на финиш первым, когда ты среди равных прочих смог вырваться вперед, и теперь ты заслуженно получаешь похвалу, подписанный контракт, увеличенный доход, продвижение по карьерной лестнице и ряд иных факторов, которые могут быть сопряжены с рабочими моментами. Может, кстати, описывать не только процесс, и даже не столько процесс, но и итог, как промежуточный, так и финальный. Промежуточный имеется в виду внутри работы мы заканчиваем какие-то проекты. Может описывать в целом нас, характеризовать как человека, который занимает эту должность в данном конкретном временном промежутке. Может быть, как результирующий финал, вот условно говоря, мы там подпишем какой-то контракт, что это принесет мне, или там моей фирме, или моему начальнику, или человеку, на которого мы смотрим. Выпадает такая карта тоже, как подведение такой черты, дать понять человеку, что вот он на правильном пути. Даже если сейчас трудно, даже если сейчас ощущается все как пятерка жезлов, то оно того стоит. Ты потом будешь только рад тому, что было так сейчас трудно. Также это на работе способность
консолидировать коллектив, способность собрать вокруг себя людей, объединить их, вести за собой. На этой карте это ощущается и присутствует, потому что рядом есть люди, которые явно не враждебно настроены, хоть их не совсем хорошо там видно, но они есть. И есть ощущение того, что это лидер, который может вести за собой остальных. Стоит ли говорить, что в этой сказке принц, да и принцесса? Тут можно разделить эту ветку на мужское и женское, потому что и принцесса является тем самым лидером. Ведь вся ее судьба, вся ее жизнь показала, что она смогла занять эту лидерскую позицию и на нее надет тот самый лавровый венок. Ну и принц, он заполучил эту принцессу, поэтому оба они могут, условно говоря, вести за собой людей, показывать, как надо, как правильно. Да что там говорить, даже сейчас мы, читая сказку, спустя несколько сотен лет, можем с вами рассуждать о ней и вытаскивать из нее мораль, которая показывает, а как нам лучше поступать, развивает в нас какие-то хорошие качества. Это ли не лидер, на примере я имею в виду принцесса с длинной шкурой или принца, который нас обучает и как бы ведут за собой. Даже так иносказательно. Но они ведут нас за собой. Своими высокими моральными идеалами и принципами. Принц, который женился именно на простушке, он же не знал, что она принцесса на самом деле, просто по велению его сердца. Принцесса, которая отказалась от благ, но, преследуя высшие идеалы, она ушла из дому. Это воспитывает в нас определенные качества. А что это значит? Это ведет нас за собой, это тащит нас вперед. Это и есть лидерство, даже в этой сказке оно наблюдается. Финансы. Давайте поговорим, как эта карта может отыграться в мире пентаклей. Если мы на нее посмотрим, вопрос, что вас ждет в финансовой сфере? Напрямую здесь не показаны деньги, но результат, это же как рука об руку идут вещи эти. Если мы получили какой-то доход, или он предполагается в будущем, что будет получен, но об этом сигнализирует такая карта, то даже и без конкретных пентаклей в раскладе мы понимаем, что здесь пахнет деньгами, если вопрос касался конкретно финансовой сферы. Вы же сами все знаете, что от правильности постановки вопроса и от его конкретики зависит, как мы потом прочитаем этот самый расклад. Если вопрос касался того, стоит ли мне подписывать контракт или что мне принесет там вложение, дальше можно перечислять. В банк, покупка автомобиля, недвижимости, заключение какой-то сделки и ряд других факторов, которые сопряжены с деньгами. Когда на ответ выпадает такая карта, это, условно говоря, да. Это означает, что ты получишь этот самый доход, ты получишь свои дивиденды. Поэтому здесь и прибыль, и награда за вложенные усилия. Кстати, это может также указывать и на помощь специалистов, на асов своего дела. Потому что если это не вы в этой ситуации, то это может быть кто-то для вас в этой ситуации, который вам помогает, который ведет вас как лидер в той сфере, в которой вы совершенно не сведущий. Предположим, вы решили, может быть, акциями торговать на бирже. Но в этом вы полный ноль. Для этого вам нужен специалист. А к кому обратиться? К Василию Петровичу или к Ивану Геннадьевичу? Выпавший расклад говорит, Василий Петрович будет лучшим специалистом. Он лидер в этом вопросе. Это как характеристика специалиста. А там уже сотрудничество покажет, к чему это приведет. И для этого есть другие расклады, другие вопросы. Также здесь преодоление преград и трудностей, но они остались в прошлом. Это позади. Даже если было трудно или сейчас трудно, но эта карта выпадает на какое-то ближайшее обозримое будущее, то это говорит о том, что этот трудный период подходит к концу. Очень скоро вы будете почивать на лаврах. И, конечно же, это прекрасная карта, когда она выпадает, а сейчас плохо.
Она дает не то чтобы надежду или свет в конце туннеля. Она явный чуть ли не дедлайн проводит и говорит: вот, еще чуть-чуть потерпи, и будет все в шоколаде. Будет все замечательно. В отношениях между двумя, чаще всего близкими людьми, это карта победителя, спору нет. А, собственно, кто выиграл? Кто по этой карте выиграл, кто по этой карте победил? И я уже сегодня не единожды обращал ваше внимание, что я, например, разделяю пальму первенства здесь между принцессой, ослиной шкурой, и между принцем, потому что оба они показали именно те самые лидерские качества. Они оба прошли трудный путь. У каждого он свой, и прошли они по-своему, но каждый из них участвовал в пятерке жезлов так или иначе, до недавнего времени, или в каких-то других арканах, но в трудностях. И теперь это заслуженные позиции лидеров. Здесь акцент на преодоление трудностей предшествующего периода. Если пара сплоченная, и оба работали над этим. Да, на карте здесь изображен один человек, акцент на него, что не очень-то хорошо для пары, да, когда кто-то из них вырывается вперед и в паре начинает выкристаллизовываться какой-то явный лидер, не очень это хорошо и приятно. Но когда такая карта выпадает как результат того, над чем пара работала, может быть, трудности сейчас есть какие-то или были в прошлом. Выпавшая такая карта говорит о том, что эти люди смогли, они вдвоем. Это как сигнификатор их отношений. И того, что в целом пара как единица, как один этот человек-персонаж, становятся лидерами. Они завоевали свое место под солнцем. А вот если трудностью, в кавычках, был партнер в паре, то второго стоит искать где-то там у ног коня. Если кто-то в паре рассматривал второго как конкурента. И нередко бывает, что предыдущая карта, пятерка жезлов, она показывает также не очень здоровые конкурентные отношения внутри самой пары. И тогда стоит ли говорить, что следующий шаг, этап шестерка жезлов, он возвещает, что кто-то поднялся наверх, а второго затоптал внизу. Тогда мало приятного в этом. И, конечно, соседние карты расклада покажут, о чем идет речь, и так ли это на самом деле, но такое имеет место быть. Если говорить о любовном треугольнике, то может указывать на явного лидера, на явного победителя в этом самом любовном треугольнике. То есть кто-то, на кого мы делаем расклад, на одну пару, либо на две, на ситуацию, может говорить о том, что это кто-то, кто вырвался вперед над всеми остальными, и он победил. А тут уже вопрос для вопрошающего, это хорошо или плохо? Это он сам или он остается в стороне как побежденный, там будет валяться у ног той лошади? Или наоборот, может как лидером оказаться, точнее вторым после лидера, рядышком. Да? Он победил ради него или нее. В период ухаживания, то есть когда еще пара как бы не состоялась вот так вот полностью формально, официально, вот в период ухаживания говорит о завоевании чьего-то сердца, и всего вытекающего из этого, в том числе и даже официальной части. Если соседние карты этому не противоречат, речь может идти о том, что это предложение руки и сердца. То есть, да вот буквально в этой карте, что здесь случилось? Свадьба здесь происходит, да? Так все обернулось, так все случилось, что принц говорит: выйдешь ли ты за меня замуж? И она говорит: да, я согласна. И даже колечко оказалось как нельзя кстати. Поэтому в период ухаживания такая карта может говорить о том, что человек завоевал теперь твое сердце. И если ты согласна, то стань моей женой. В реверсе, в негативном прочтении, и хотя эта карта в большей мере является результирующей, как подводящей черту, но также может указывать, что вам предстоит проявить лидерские позиции, особенно когда эта карта как совет или предупреждение.
Как мне стоит вести себя или моему партнеру, или человеку, который ко мне обратился? Как стоит вести себя? Стоит вести себя как лидер. Если ты сейчас таковым не являешься, если у тебя нет ощущения, что ты стоишь на пьедестале и на тебя надета золотая медаль, то тогда тебе надо сделать что-то, чтобы ты оказался в такой позиции. Стоит ли говорить, что что-то, это, скорее всего, будет 5 жезлов. То есть нужно будет отстаивать, доказывать, или 7, если ты ранее был лидером, отстаивать и доказывать, что ты достоин этого. Может, победа и близка, но расслабляться не стоит. Да, может быть такое, что ты поспешишь остановить свою лошадь, ты поспешишь прекратить свою борьбу. Тебе показалось, что вот-вот это финишная черта, и ты так останавливаешься. Знаете, как бывают такие смешные кадры в интернете, когда человек в метре от финишной черты, от этой ленты, что-то случается с велосипедом, он переворачивается, или человек спотыкается и падает, или как-то он решил покрасоваться, сделал сальто, упал, и за ним уже десяток быстро промчались, пробежали, и он оказался в самом-самом конце. Вот это может быть в реверсе перевернуто. То есть у тебя уже на горизонте замаячила финишная черта, и ты немножко возгордился. Ты, так я уже победитель, я уже лидер. Нет, ты просто видишь, что ты скоро им станешь, очень скоро, и в тебе взыграли какие-то не очень хорошие твои человеческие качества. Это как предупреждение может быть в реверсе, в негативном прочтении. Победа близка, но не стоит расслабляться. Также это может быть показуха, или ты не тот, за кого себя выдаешь. А в итоге тогда это пахнет каким-то предательством, обманом, может быть даже изменой. Соседние карты это могут показать. Но человек в реверсе, он лишь кажется таким лидером. Это мишура, это модель поведения, это некий сформированный образ, но он таковым не является. Это как конь троянский, то есть если он не является таковым, значит внутри он другой, он фальшивый внутри. Он начиненный вражескими войсками, этот троянский конь. И ночью они выскочат и сделают что? Поражение всему городу. Также в реверсе, в прочтении негативном, это может быть победа дорогой ценой. Да, ты лидер, да, ты победил, но оглянувшись назад, ты понимаешь, что оно того не стоило. Игра не стоила свеч, овчинка выделки не стоила. Ты потратил так много усилий, ты пошел по головам, ты предал друзей, ты, может быть, развелся с женой, бросил своих детей и еще ряд чего там, заработал себе остеохондроз, геморрой, слепоту. Да, заработал этот долгожданный миллион. И что с того? Игра не стоила свеч. Вроде как бы лидер, да, ты стоишь на этом пьедестале, на этом подиуме, но ты себе здоровье как спортсмен угробил. А ты молодой, тебе всего 25. Ты что, планируешь 26 уже лечь в могилу? Вот твоя золотая медаль, чего она тебе стоила? Здоровье твоего. Ну, например, если в мир спорта перенести это. Внутри и снаружи, в той же реверсе, в негативном прочтении, внешне, все говорит о том, что человек достоин быть лидером. Но он не принимает этого. Человек себя недооценивает. Может быть, отказ от славы. То есть внешне обстоятельства, общество так готово, оно подталкивает, оно подхватило человека и готово его нести на этот самый подиум, пьедестал, но человек отказывается и не готов. И наоборот, также в реверсе, в негативном прочтении, когда внутренний человек считает себя лидером, я достоин этого высокого звания и чина, но внешне он не соответствует этому высокому званию, статусу, и окружение не воспринимает тебя таковым. Ты, даже если и являешься лидером, такое может быть, но карта в реверсе показывает, что общество тебя, там, где ты находишься, твоя референтная группа тебя таковым не считает. Ты можешь быть лидером, я же говорю еще раз, действительно, помести тебя в другие условия, самый настоящий лидер. Но здесь ты никто, здесь тебя таковым не считают. Тут уже проблема не столько даже в тебе, сколько в обществе. Но может быть и другое.
что ты недолидер. Ты таким себя мнишь и ставишь, и считаешь. Поэтому общество тоже может тебя не воспринимать. Такое самовосхваление получается у человека. Там в одном случае было отказ от славы, а тут самовосхваление. Вот, мол, я вот такой раз такой весь. Вот такая у нас сегодня с вами карта «Шестерка жезлов». Замечательная и прекрасная, я считаю. С какой стороны ее не возьми, как ее не покрути. И единственное, как предупреждение, стоит, конечно, воспринимать тот факт, что по этой карте очень легко возгордиться. Очень легко начать мнить себя тем самым лидером, особенно когда на это есть какие-то предпосылки. Особенно когда есть таланты, способности, или вы уже прошли какой-то путь и понимаете, что да, наконец-то я достиг этого. Но смотри, как бы это ни оказалось, остановка в метре от финишной ленты. Это будет очень больно, очень позорно, стыдно и неприятно, когда все остальные пробегут мимо тебя только из-за того, что ты возгордился. У тебя было все: физические данные и спортивная подготовка, года, может быть, десятилетия подготовки к тому, чтобы добежать до этой черты. Но что-то тебе помешало это сделать. Я желаю, чтобы ни у вас, ни у ваших клиентов не было тех ситуаций, когда вы остановитесь в метре от финишной черты. А если и возникнет внутри какое-то чувство, желание возгордиться, превознестись над всеми остальными, то чтобы там же внутри вы вовремя его прорабатывали. Чтобы не было внешнего давления на вас и заставляли, чтобы вас немножко попуститься. Ну и, конечно, будьте настоящими лидерами. Я желаю, чтобы вы делились собственным примером, вы показывали, как надо. Смотри, я смог, и ты сможешь. Это легко. Мы с тобой начинали с равных одинаковых условий. Ну да, я немножко вырвался вперед, но на то были объективные причины. Раз, два, три. Я тебе их рассказываю. Делай пошагово так же, и ты достигнешь таких же высот. Все просто. Это математика, это работает. У меня сработало, и у тебя тоже сработает. Поэтому будьте щедры, делитесь своим позитивным опытом, рассказывайте, как это у вас получилось. И мир вокруг вас станет лучше. Не закрывайтесь от этого мира. Открывайте ему свои таланты, возможности и способности, потому что вы являетесь его частью. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что делитесь моими видео, мне это очень приятно. Так же, как и чтение ваших комментариев. Пишите побольше. Такой небольшой призыв. Читаю каждое, отвечаю на них также. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.